Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вот такой замечательный аппарат. Никогда не держал такой в руках, никогда ко мне такой не приходил. Вот. Nisa от Braun 156 макро. Значит, как он ко мне попал? Девочка, история такая, прислала мне кинопленку на проявку. Понял, что на нее ничего не снимали. Там маленький кусочек вот такой вот, и то там ни одного кадра не было. Кинопленка просто застряла в камере. Так я уже понял, потому что она мне прислала с кинокамеры вторую пленку. Вот это ее метка. Я пробовал пускать назад, и в итоге она возвращалась к этой же меточке. Значит, понял, что просто застряла пленка. Я спросил, откуда влага попадала, не попадала. Она говорит, что достала из холодильника и сразу уложила в кинокамеру. Понятно, что на нее там сел конденсат, заклинило. Может быть наружные, может быть все витки, не знаю. Ну, в общем, ей нужно было не доставать ее из этого целлофанового пакета хотя бы часик, хотя бы, желательно 2. Я все-таки взял, проверил. Значит, кинокамера интересная такая, вся металлическая, это не пластмасс, это алюминий. Очень добротно так сделано. Я хочу показать, как я ее проверил. Я проверил ее на моей тестовой кассете в открытом состоянии. Вот таком. Идет пленка, не идет пленка. То есть как бы у нее вообще она не идет. Единственный выход — это в темноте разбирать эти кассеты и разматывать пленку. Разматывать пленку полностью и снова наматывать. Но наматывать уже нужно будет на такой вот сердечник и уже использовать в многоразовой кассете типа вот этой вот советского производства еще. Неплохие кассеты, если правильно отрегулирован прижимной столик. Сейчас мы проверим. Вот я проверяю, кинокамера рабочая. Грейфер у нас идет. Значит, только единственное с кассетой, которая уже много раз проверялась, которая никогда не клинила. Все, проверяем. Придерживаю здесь немножко пальцем для того, чтобы витки не слетали. И нажимаю 18 кадров в секунду. Nisa Braun 156 макро. Вот, пожалуйста, она идет без проблем. Значит, кинокамера рабочая. Сейчас я переключу на покадровую. Все четко работает. Это я в открытую держу только для того, чтобы видеть, как идет пленка. То есть, конечно, этого делать нельзя, если у вас пленка не засвеченная. Сейчас я еще включу 8 кадров. Или сколько тут? 9 кадров в секунду. Вот она идет, без проблем. Теперь 24 кадра. 18 мы уже смотрели. И 36. Без проблем. Работает без проблем. Так выглядит намотанная сторона. Так, откуда сматываем. Все работает. Камера, смотрю, вообще в идеальном состоянии. Кинокамера
в идеальном состоянии. Раз уж появилась у нас такая возможность, я вас ознакомлю с этой кинокамерой. Что в ней да и что в ней нет. В походном положении ручка здесь отстегивается и прячется сюда. В таком положении ее кладут в сумку. И можно и для переноски, и можно переносить. Имеет два штативных гнезда, это очень круто. Честно говоря, не видел еще ни в одной кинокамере, сколько у меня было в руках, да, чтобы было сразу два гнезда под разные резьбы штативные. Мало того, дублируется малой резьбой на рукоятке и еще и здесь у нас тоже. Но здесь пластиковая, правда, здесь металлическая. То есть продумано очень хорошо. Смотрим, что у нас по органам управления. Включаем-выключаем кинокамеру. Красный это значит включено, 0 выключено. Компенсация по бэклайту, то есть если у нас снимаем человека на фоне неба или еще чего-нибудь, нажимаем, и как бы по идее оно должно добавлять один стоп. То есть если, допустим, вы снимали человека, у вас в автоматике показывает диафрагму 8, вы нажимаете, и у вас открывается больше диафрагма, например, на 5,6, с 8 на 5,6. Здесь частота кадров и покадровая съемка. Покадровая съемка 9 кадров в секунду, 18, 24, 36. Счетчик, который указывает, сколько осталось у нас кинопленки, из расчета, что 15-метровая кассета заряжена 15-метровой кинопленкой. Они стандарты 15. Правда, мне один раз попалось 17, почти 17 метров, представляете? Она мне в бачок не поместилась. Я отрезал, допроявил, и получилось, что 16 с лишним метров. Как-то так намотали. Интересно, так что не всегда точно бывает. Ну, такое бывает. Значит, регулировка по диоптриям для того, чтобы у кого какое зрение, коррекция по зрению. Это у нас таймер. Давайте я вам продемонстрирую, сколько тут, и просто послушайте на слух, сколько она будет у нас отсчитывать в первом положении, втором и третьем. Вот щелчок слышали, да? Очень хорошо, что здесь фиксированные. Потому что бывает, когда плавные, мы не можем точно запомнить, да, где сколько секунд там или у нас идет таймер. То есть таймер он для чего нужен? Фотографирует. Мы устанавливаем на штатив. Кинокамера фотографирует. И потом, когда мы просматриваем на кинопроекторе, у нас получается очень ускоренная съемка. Например, там вы хотите снять, как цветок у вас распускается, или облака по небу плывут. Значит, переключим во второе положение. То есть где-то секунда. Каждую секунду делает щелчок. 1 кадр в секунду. И потом, представляете, вы увеличиваете эту скорость, и у вас в 18 раз быстрее изображение идет. Этот регулятор у нас показывает о том, насколько у нас свежая батарея. И также регулировка экспозиции. Если мы поднимаем, он так подпружинено немножко, в контроль, у нас на диафрагме на полумесяца, который мы видим через видоискатель, начиная от диафрагмы 2,8, красная такая зона, да, то есть
насколько я понял, что это показывает, насколько она свежая или не свежая батарея. Я могу ошибаться, можете написать в комментариях. Я просто не хочу. Эти батареи пришли от владельца, поэтому я не знаю, насколько они заряжены, я не проверял. Но так я понял, что если у нас в красной зоне, значит они заряжены, потому что она его оттягивает так хорошо. И когда он выходит с этой красной зоны, значит батарейки нужно менять. Ну, я сужу по вот этому красному индикатору, потому что типа как если красный, значит это хорошо. Ну, могу ошибаться. Она подпружиненная, и когда вы отпускаете, возвращается в авторежим. Авторежим у нас поддерживает только два типа кассет. На 25 и на 100 ISO. Либо на 160 при черно-белой съемке и 40 тоже при черно-белой. И лампах накаливания специальных кассет с значком Т. Здесь у нас D для дневного света, а это Т. Это немножко даже по цвету, видите, отличаются. Такая более в красное ближе. 50D. В этой кинокамере тут одна только вот эта нажималочка. Вот смотрите, кассеты, да, две. 500Т и 50D. Вот в 25, которые выпускались раньше Kodachrome, вот этот вырез почти половинка закрыт. Когда вы вставляете, он ее нажимает. И кинокамера знает, что здесь кассета вставлена с ISO 25. В данном случае она тоже нажимает ее. Вот, обратите внимание, вот она, вот в этом месте. Она ее нажимает. Сейчас кинокамера думает, что здесь 25 ISO. В этом случае, когда у нас 500Т, нажималочка наша остается неизменная. То есть ее не нажимает кассета, потому что здесь большой вырез. В этом случае именно эта кинокамера думает, что здесь уже 100D либо 160Т. Почему либо? Объясню. Вот здесь вот в кассетах тоже еще есть один вырез. Когда у нас кассета со значком D, здесь выреза нет. А с значком, с обозначением буквочкой Т у нас вырез есть. Здесь есть еще одна кнопочка. Вот здесь она находится. Вот она. В случае, когда мы вставляем кассету с обозначением D, она ее нажимает. И фильтр, который сейчас введен между кинопленкой и объективом для компенсации типа кинопленки, он выводится. Вы его можете вывести вручную. Раз, он спрятался. Вот он появился, если видно. И вот он спрятался. Это вы в ручном режиме его выводите. То есть, когда у вас кинопленка со значком Т, вам нужно обязательно указать, что это солнышко, если вы снимаете на улице. Если вы снимаете в помещении, тогда сделайте лампочку и вы видите фильтр, потому что за счет, я имею в виду помещений, где у вас освещение
света ламп накаливания. Тогда вы, либо у вас подсветка ламп накаливания, тогда у вас должна быть здесь лампочка. Лампочку, в принципе, всегда рекомендую держать вот в таком положении, чтобы всегда была лампочка. Для ламп дневного света оно ее выведет. Но когда вы снимаете на 500Т или 200Т, то нужно обязательно, если на улице, ей указать, что здесь нужно ввести фильтр. Тем самым на солнце у вас будет не голубое изображение, такое голубоватое, а уже будет правильное изображение, потому что у вас скорректирует фильтр. И почему? Вот поэтому здесь и идет 160, потому что когда фильтр вводится, у нас часть, получается сколько? 1/3 света у вас забирается. Так, дальше по этой кинокамере. Так, это у нас. Могу ошибаться. Возможно, это для фотовспышки, когда мы снимаем покадровую съемку, и мы хотим, чтобы вспышка у нас срабатывала в этот момент. Так, честно говоря, с этим я не разобрался, что это за у нас тут гнездышко. Это точно для тросика. Если мы вкручиваем тросик, вот такой вот, либо длиннее, она у нас работает в тех режимах, которые вы задаете. Если покадровая, и у вас на штативе стоит кинокамера, вы можете снимать мультипликацию. Титры поменяли, допустим, там коробочка у вас поплыть. Коробочка у вас, например, хочет покрутиться, да? У вас на штативе жестко кинокамера стоит, вы кадрик сделали, чуть-чуть ее крутанули. Кадрик сделали, чуть крутанули. Кадрик сделали, чуть-чуть крутанули. И так далее. Когда у вас потом, когда вы просмотрите, будет крутиться эта крышечка. Но обязательно, естественно, на штативе должно быть и в экспозиции в мануал. Сейчас по экспозиции объясню. То есть в авторежиме мы разобрались, что кинокамера видит только два типа пленок. Это 100 единиц, либо 25. Либо с небольшими отклонениями 200-ка, 200Т пойдет. Присылали мне кинопленку, сказали, что проявляли, вернее, они прислали 200Т, а установки были точно такие же, с одной нажималочкой. Вот, например, сейчас вам покажу. Здесь у нас этих нажималочек, сколько тут? 1, 2, 3, 4. То есть, вот видите, там 4 штуки их. И в зависимости, какая кинопленка, она нажимает те или иные группы. Вот это прижимается потом, когда крышка закрывается. Группа этих кнопок, и эта камера больше распознает, какая там кинопленка. То есть от 25 до 400. Здесь же у нас только два типа пленок, но это не страшно, потому что здесь есть ручное управление. Ручное управление. Даже если у вас нет экспонометра, но лучше, конечно, по экспонометру. Так, выдержка здесь. Выдержка у нас при 18 кадрах в секунду. Потому что в кинокамерах мы можем изменять только диафрагмой экспозицию. Вариант такой, если у вас находится у вас кинопленка типа 50D, вы знаете точно, что 50D, мы как посмотрели, она нажимается. Смотрим на объект предварительно, у нас сразу показывает диафрагма какая. Допустим, у вас показала 5,6 диафрагма на лице человека, да? Приблизили зумом. Четко вот
на лицо человека и определили, что ну, у вас значит, экспонометр замерил, что 5,6 сейчас в данный момент. Но это для кинопленки 25 единиц. Когда вы вставляете, видите, он нажимается, да? Когда вы вставляете 50D кассету, кинокамера думает, что здесь 25. То есть у вас будут диафрагма больше открытая на одну ступень. У вас будет пережаренная, как бы, ну, переэкспонированная чуть-чуть на одну ступень. Но это не страшно. Негатив вытянет даже, для него даже хорошо будет. В ситуации с 500T кнопочка не нажимается. Не нажимается, и поэтому кинокамера думает, что здесь сейчас кассета находится 100 единиц. Либо, как я говорил, что с фильтром 160. На самом деле здесь 500. Она будет тоже пережаренная. 160, 320. На полтора где-то стопа. Может, один, да, полтора где-то. Ну, то есть будет тоже переэкспонировано. Так что если вы снимаете, для этой кинокамеры в автоматическом режиме желательно 200T не превышать. 200T. 50D пойдет. Там немножко прижарится, ничего страшного. Теперь, наблюдая видоискатель в автоматическом режиме, и, например, с кинопленкой 50D, рассмотрим такой вариант, да, где у нас кинокамера думает, что здесь 25. Кинокамера думает, что там кассета находится 25 единиц ISO. Но вы должны сделать компенсацию, да, на одно диафрагменное значение закрыть. То есть, если у вас показывает 5,6, значит, вы переходите в ручной режим и выставляете диафрагму 8. Тем самым вы закрываете немножечко диафрагму, и тогда у вас четко будет показывать. Можете бегать туда-сюда. Проверили. Понятно, что где зелень, там зелень немножко больше поглощает. Там можно и 2 ступени добавить для 50D. Да, потому что она зелень всегда немножко больше поглощает. Теперь, так. Насколько я понял, здесь вот нет контроля. Вот такого контроля, как здесь. Что кинопленка у нас движется. То есть, если, в этом случае, если вот этот вот маркер останавливается, значит у нас застряла кинопленка. В этом случае у нас нет такой возможности. Единственное, можем здесь, в отличие от этой кинокамеры, тут крутит, и оно будет показывать, что вроде бы как пленка, счетчик метров идет. А здесь продумано, здесь он останавливается. Это дает, значит, вам понять, что кинопленка не движется. То есть от 15 начинается, уменьшается и до нуля. Если вы увидели, что она у вас на каком-то значении остановилась, значит пленка не идет. Тоже как бы какая-то как бы такая инерционная, правда, но есть возможность определить, идет у вас кинопленочка или нет. Что наклеено? Ну, такая пришла кинокамера. С чем-то здесь что-то такое. Видимо, крышка когда была раздутая, и вот это здесь немножко приклеили, для того, чтобы она держалась. Все, по мануалу мы поняли, да, примерно. Еще раз, в автоматическом режиме. Хорошо, давайте для 500T тоже расскажу. Для 500T вы замеряете, у вас 5,6. На улице, если это солнышко, включаете индикатор солнышка для этого типа пленки. Вот у нас, если даже ошиблись, вот этот шрифтик, вот эта кинопленка все равно задавит.
она все равно перейдет в D. То есть она фильтр выведет. Это не страшно, то есть если даже солнышко будет. 500T. Кинокамера думает сейчас, что у нас 160. Если у нас там переключено в солнышко. 160 ISO. На самом деле у нас 500. А это у нас 320 и, да, наверное, 2/3. И 2/3 стопа. Хорошо, полтора нормально. То есть как бы нужно стремиться к тому. Вы замеряете 5,6, значит вам нужно установить 8. Это следующее. И между 8 и 11, почти 11, это у нас будет для 500T при съемке в солнечный день на улице. Вам нужно закрыть больше, чем на 1,5 стопа. Ну, на 1,5. Тогда вы можете снимать на улице. Вот в автоматическом померили, приблизили зум на лицо, либо важный объект, который вы снимаете. Показала вас какую-то там диафрагму. В данном случае я вам сказал 5,6, например. Да? Хорошо, давайте. Показала вас, например, 11 диафрагму. Здесь я посмотрел максимально 22. Когда мы входим в ручной режим, нужно не так вот чуть-чуть и уже все, мы в режиме. Нет, идите сюда вот так, хорошо. После этого регулируйте. Вот в этом диапазоне будет регулироваться. Потому что если чуть-чуть, у вас сразу там начнет прыгать диафрагма, фух, сразу в 22 там закроется. Вам нужно вот аж сюда. И здесь уже вы увидите, у вас плавная регулировка будет. Очень хорошая регулируется там, то есть четко стоит. Если у вас было 11 диафрагма с этой, вам нужно закрыть на 1,5 стопа, да? 11, следующий идет 16 и 16 плюс, то есть между 16 и 22 у вас будет ваша диафрагма на улице. Нужно ей помочь, нужно ей добавить диафрагменное число, тем самым мы закрываем диафрагму, чтобы не пережарить нашу пленочку. Я думаю, может несколько раз пересмотреть видео, чтобы более понять, может я не так объяснил. Еще раз, что это? Кинопленка требует компенсации. Здесь в 1 стоп, здесь в 1,5 стопа. Стоп это у нас между диафрагменными числами одно отделение. То есть вот у нас 1,8, она же почти двойка, да? Следующее у нас положение 2,8, вот между ними 1 стоп. То есть если у вас показало 1,8 при 50, значит что нам нужно? Нам нужно перейти на следующую 2,8. Здесь вы замерили у вас 1,8, допустим, вы заходите сюда и устанавливаете 2,8. 1,8 это почти 2. С этой кинопленкой, если у вас покажет 1,8 в помещении, у вас лампа накаливания и Т, значит у вас нужно 1,5 стопа добавить. То есть у вас будет между 2,8 и 4 в каком-то там положении. В общем так примерно. Примерно понятно, да? Тут есть режим макро, есть такая же самая, видел в интернете без макро. Здесь макро. То есть здесь такой вот переключалочка на макро, и тогда у вас вы входите зумом в режим макро, и есть возможность снимать уже более крупно объекты. После этого наводите на резкость. По-моему, здесь ограничения будут у нас по дальности уже. Я имею в виду, что не будет бесконечность, поэтому в обычном режиме переходите снова не в макро. Вот обычный вот такой вот. В общем, в режиме макро у вас доступно вот это вот угол поворота зума в режим макро. Если у вас обычный режим, он блокируется. Вы не можете войти в этот режим, пока не повернете
на индикатор, это тут, значит, это обозначение в макро. Тогда у вас получается. Дальше еще хотел сказать. Очень хорошо и очень тихо работает кнопочный зум такой, да. Очень стабильно и очень тихо. Вообще кинокамера, вот если смотреть по картинкам в интернете, она кажется какая-то пластмассовая, такая вот, какая-то такая. Нет, она такая, вот ручка пластмассовая, да, но вся она такая металлическая, очень никаких люфтов нет, все так четко сделано вообще. Поэтому я теперь понимаю, почему люди хвалят вот эти кинокамеры низа. Все очень довольны, все. Я вот смотрю так. Очень хорошие кинокамеры. А, еще он мне показал батарейки, как здесь меняются. Кнопка это, чтобы у нас войти в положение в походное, либо съемки со штатива. Такая вот у нас крутилочка здесь. Ну, режим здесь лампочка. В общем, лампочка это для кинопленок типа D. На улице, вот сейчас я говорю про улицу, да. И режим солнышко. Хотя, если вы ошибетесь и у вас будет лампочка, вернее, если вы ошибетесь и у вас будет солнышко, все равно эта кассета выведет его, фильтр из изображения. Как проверить, вы можете, если запутались и не понимаете, введен он или выведен, просто на просвет смотрите. Он будет такой красноватенький трошечки. И когда вы выводите, у вас изображение беленькое. Так просматриваете через объектив. Или фонариком отсюда и смотрите сюда уже в объектив. Это чтобы не запутаться. Все. Что у нас тут по батареечкам? Посмотрим, как они здесь расположены. Очень такая длинная резьба, видите, да? То есть рассчитано на то, что будет использован штатив для надежности. Чтобы ничего не вырвало. Длинная резьба. Это хорошо. Вот батареечки. Чистенько все. Чистый. Там первая пружинка. Вот с нее можете и начинать. Минус. На пружинку потом идет плюс. Сюда плюс. И сюда минус. Так. Или так. Одинаково. То есть можно не переживать, что вы где-то ошиблись. По-другому не встанет. Два положения. 180 градусов. Все. Держится хорошо. Проверяем. Работает. Компенсация. +1. Таймер. Счетчик. Оставшиеся кинопленки. Частота кадров. Регулировка по диоптриям видоискателя. Зум ручной и кнопочный. Моторизированный и фокусное расстояние. Значит, еще раз, каждый раз хочу объяснить, как наводиться на резкость. Всегда приближаете, навелись на резкость. После этого выставляете зум, который вам нужен для съемки уже непосредственно, и нажимаете кнопку. Не пытайтесь наводить на резкость на широком угле. Это будет сложно, и вы можете запутаться. То есть вы можете установить 2, 6 и 10 метров. Вам будет казаться, что все резкое. Оно и будет как бы среднерезкое. Но для точной настройки на... Кстати, здесь что-то у нас
Красненькая 15. Вот это вот я не знаю. Представляете, что это обозначает? И здесь 15. 4 метра 15 футов. Возможно, это у нас положение, при котором у нас все будет резкое, да? В общем, надо поузнавать. Вот этот момент я, честно говоря, вот упустил, что это обозначает. Я замечал в некоторых кинокамерах, он такой ступенчатый, так, есть такой момент. Он на фокусном, вот у меня есть кинокамера, там такой, там даже 3 такие, как ступенечки. Здесь это так, надо будет разбираться. Кто знает, напишите. Такое длинное видео получилось, я прямо не ожидал. Так, кнопка для открывания. Если у нас находится кассета, то она, конечно, быстро сама выстегивается, а если нет кассеты, нужно ей помочь. Вот, сейчас продемонстрирую. Если у нас есть кассета, она сама отпрыгивает. И вы достаете, начиная с задней части кассеты. Так же самое и вставляете. Вот в таком положении вставляете. Сначала направили вот эти все в пазы, потом довставляем и закрываем. Выполнена эта кинокамера, сделана в Германии, то есть полностью оригинальная, потому что тогда как-то и не было никаких китайских поделок, ничего, ни таиландских, ни тайваньских, ни малазийских. Все было там, в той стране, которая эту кинокамеру разработала, и выпускали они. Если Япония, значит Япония. Если Германия, значит Германия. Если Советский Союз, значит написано, сделано в СССР. Да, наши, конечно, копировали очень много фото и кинотехники, да. Но были и свои разработки тоже. Возможно, где-то лучше, где-то хуже. Но иномарка всегда была иномарка. Вот это вот иномарочка. Хорошая кинокамера. Вот я впервые ее держу в руках, и мне очень нравится, очень нравится. Хотя это, я так понимаю, что это ближе к такому начальному уровню. Потому что более ну как, с большим номерным числом они уже больше функций имеют, больше возможностей для определения типа кинопленки, какой она чувствительности и всего остального. Хотя я скажу, что вот эта кинокамера, она полностью удовлетворит, то есть можно снять все, что хотите. Имея ручную экспозицию, вы все, это самое главное. Когда у вас автоматика, вы не можете ничего сделать, то вот ручной это уже большое преимущество. Очень большой диапазон здесь тоже. Скоростей у нас есть покадровая, 9 кадров. Это потом, когда это ускоренная съемка получится при 18. 24. Это такой формат. 18 кадров для этого формата нормально. Частота скорости, частота кадров 24. Это телевизионный, в смысле киношный формат для профессиональных кинокамер. И 36 для замедленного. То есть, если вы смотрите 18 кадров в секунду, в 2 раза у вас будет замедленное изображение. Прыжок какой-нибудь или в общем. Но вот насчет вот этих красных чисел надо посмотреть. Это не просто так. Я буду искать, я буду рыться, посмотрю.
Ну, сам факт, что есть у меня в руках сейчас такая кинокамера, уже само по себе приятно. Дошла. Хоть какая-то, хоть подержать в руках. Что будем делать с этой кинопленкой? Скорее всего, так как наша девочка мне присылала на проявку, наверное, я ей заряжу в такую кассету. И пусть она снимает, все равно проявлять буду я. Посмотрим по счетчику кадров. Тут у нас чуть-чуть осталось пленки. Мы проверим счетчик кадров, насколько он был я прав или нет. Остановится или нет. По ней даже слышно, что кинопленка идет. Счетчик отклонился. 36. Счетчик у нас идет. Все, пленка встала. Слышите, такой как пошел равномерный звук. И счетчик тоже встал. При 18. Вот это очень хорошо. То, что есть индикация, потому что у нас счетчик встал. Сейчас я поближе подвину. Вот счетчик у нас встал. Теперь, когда мы вынимаем кассету, счетчик у нас сбрасывается. Не тогда, когда мы крышку открываем. То есть, вот видите, счетчик у нас показывает. Теперь я вынимаю кассету. Счетчик сбрасывается. А нажималочка, вот она. Вот эта нажималочка, она показывает о том, что в кинокамере, о том, что вот этот у нас когда останавливается. Звук какой, видите? Вот нажималочка, которая... Как только мы вынимаем кассету, нажималочка отпускается и счетчик сбрасывается на 15 метров. Если у нас останавливается вот этот ролик, значит у нас тоже счетчик кадров останавливается. Счетчик метража останавливается. Так что какая-то минимальная индикация есть. Да, по звуку, слушайте по звуку и значит, контролируйте по счетчику метража. Все. Выключаем. Перемещаю в обозначение 0. Кнопка такая широкенькая такая. Хорошенькая. Хорошая кинокамера. Хорошая кинокамера, ничего не скажу. Да. Теперь я понимаю этих людей, которые фанаты кинокамер Низа от Браун. Давайте с вами попробуем все-таки выяснить по нашему гнезду. Да, представляете? Даже вспышка успевает срабатывать. Как подсветка. Вы представляете, да? Можно снимать, и вспышка будет помогать. Ну, когда вы вспышку спалите быстро. Лампочку в смысле.
лампу спалите. А вот покадровый отлично. То есть у вас какой-то объект. Установили вспышку и вы подвинули. Ну все на штативе, естественно. И у вас камерка, в смысле, пленочка у вас выйдет из кадра. Да, это у нас мы выяснили. Это для вспышки. Никаких дистанционок здесь нет. Это чисто для вспышки. Дистанционка у нас, возможно, вот эта дистанционка электронная. Там, видимо, свой штекер, потому что я пробовал 2,5. Он легко входит и болтается, как бы. Возможно, там какой-то специальный. На 3,5 он не входит. А, еще вот это, наверное. Это, наверное, для ремня. Тельмячка для того, чтобы одеть через руку. Чтобы кинокамера была более надежна. Можно сюда, есть такие специальные тельмячки с резьбой. А если нет, тогда можно что-то самому сюда придумать на постоянную основу. Все. Снизу, сверху все пересмотрел, вроде ничего уже не упустил. Значит, здесь растер. А, нет, здесь клиния. По клиниям и по матовому стеклу наводка на фокус. Клиния не очень четкие, скажу, такие. Между ними не сильно четкая граница такая, она немножко размытая, но справляется. То есть, как бы, когда вы снимаете, у вас соединяется изображение. Да, вот так вот. Соединилась, половинка там получается, половинка. И тогда у вас наведена на резкость. Либо по матовому стеклу. Но предварительно на бесконечность нужно навести. И либо подстроить под свой глаз диоптрии. И либо чтобы были видны хорошо, четко диафрагменные числа. Тогда у вас будет правильно по матовому стеклу наводиться фокусировка. Все, переключаем все в обратную сторону. В смысле, все переключаем в режим по умолчанию. Авторежим. Батарейки. Давайте выясним, что такое с этими батарейками. Так, на 22. Батарейки всегда у нас больше рекомендуются, потому что они по 1,5 вольта. Сейчас кинем аккумуляторы, они по 1,2 вольта. Не знаю, насколько они там заряжены. Солевые, видимо. Лучше купить, значит, эти алкалайн. Алкалайн, чтобы была надпись. Щелочные батарейки надо. Ну, из расчета, не знаю как в этой кинокамере, ну, из расчета, что 10 кинопленок на один комплект батарей. Придерживаться не более, потому что свежих, я имею в виду свежих щелочных батарей. По счетчику, по индикатору батареи во включенном состоянии вы уже сами определите. Старые возьмете, проверите.
И потом новые ставьте и проверьте, насколько у вас индикация зажигалка идет. Здесь сейчас здесь показал одно 22 диафрагму в центральном. А вот с этим я замерил, превысило 22. Возможно, эти вообще уже слабенькие. Потому что они, ну, солевые, они там, не знаю, если кассету одну потянут, то это и хорошо. Желательно заменить. То есть пляшем всегда от меньшего. Начинаем от источников питания, потом проблемы с кассетой, а потом уже смотрим, что там у нас с кинокамерой. Кинокамера в данном случае рабочая. Все в порядке, не надо переживать. Получилось такое длинное видео. Всем добра, мира Україні, нашей рідненькій. Дякую всім, хто дивився мій канал. Ставте лайки, поширюйте це відео і займайтесь кіномистецтвом на кіноплівку. Якщо вас буде більше, кіноплівка буде дешевше, більш доступніше буде наше кіномистецтво на кіноплівку. До побачення.